Всех приветствую. Вот и подошло время реально сделать замеры нашего сопротивления аккумулятора. Аккумулятор неважно какой, я буду показывать на вот этом 18650, хотя можно мерить все это и на таких аккумуляторах от мобилок, можно мерить и автомобильные аккумуляторы. И все только будет зависеть от того, какое мы будем использовать нагрузочное сопротивление. Как понятно, чем мощнее аккумулятор, тем более мощное и более низкоомное нужно выбирать сопротивление. В сегодняшнем видео я теории касаться практически не буду. Это все было в предыдущих двух видео. Кому интересно, ссылки будут ниже. Там мы делали больше виртуальные замеры и теоретически раскладка, как это все работает. В сегодняшнем видео будем больше замеры и реально результаты посмотрим. Я рассказывал о двух методах измерения, когда мы используем два прибора, вольтметр и амперметр, а также об одном, когда будем использовать только вольтметр. Ну, сегодня сделаем с двумя приборами. Потом, может, в каком-то видео еще попробуем с одним. Итак, для этих целей нам подойдет еще какой-то из резисторов. Я вот взял два штуки у меня под рукой были. Один на 1 Ом, другой на 10. Ну, на 1 это маловат, а вот на 10 как раз в пору для наших этих аккумуляторов. Они уже дохловаты. 10 Ом как раз будет самый отличный. Так давайте прикинем, какой будет примерно там ток. Напряжение около 4 вольт, 10 Ом. Напряжение, деленное на ток, получаем около 400 миллиампер. Если напряжение будет ниже, значит ток тоже ниже. Итак, нам нужно сделать два замера. Как всегда, давайте посмотрим на схему. Схема очень простая. Вот я схематически изобразил наш элемент вот этот. Внутри источник ИДС и внутреннее сопротивление, которое мы не знаем. И нам его нужно замерить. И, как я уже сказал, нам нужно будет одно из сопротивлений внешнее, а также два прибора. Кнопку я использовать не буду, я просто буду размыкать, замыкать. Итак, что нам с чего нужно начать? Мы сначала должны померить ЭДС нашего аккумулятора без нагрузки, как бы с разомкнутым этим контактом. Вольтметром касаемся плюса-минуса и записываем эти показания, сколько у нас будет ЭДС. И вот первый замер 4,17. Запишем. Наша ИДС 4,17 вольта. Теперь, как видно из нашей простой схемы, я должен сделать замер падения напряжения на вот этом сопротивлении нагрузки и также померить ток. Это у нас будет второй замер. Точнее, во втором замере мы должны два параметра записать. Падение напряжения на резисторе внешнем и ток, протекающий в этой последовательной цепи. И вот делаем замер. Напряжение просело 3,95, а ток 0,39. Вот я записал эти показания, а теперь можем посчитать. Как мы все это будем считать? Опять же, у нас есть два напряжения. Напряжение ЭДС нашей батарейки и напряжение, которое на нашем резисторе. Получается, если мы меряем напряжение ЭДС, это вообще без нагрузки, наш источник тока, и теперь подключаем нагрузку. Здесь произошло падение 3,95. Чтобы нам найти падение напряжения на нашем внутреннем резисторе, мы должны из ЭДС вычесть вот это напряжение. И получается падение напряжения на нашем внутреннем резисторе 0,22 вольта. Вот падение на вот этом резисторе. Теперь цепь у нас последовательная. Итог 0,39 ампера или 390 миллиампер протекает во всех точках цепи. Получается, он будет протекать и через этот внутренний резистор. Зная ток, протекающий через резистор, и падение напряжения на нем, мы можем спокойно рассчитать резистор. R равно U, деленное на I. Подставляем значение, получаем результат 564 миллиома. 564 миллиома. Вот какое сопротивление внутреннее нашего вот этого аккумулятора. Конечно, сопротивление большое, но и аккумулятор уже дохловат. Это он вытянут уже из бэушных ноутбуков, точнее из банок для ноутбуков. Ну, работать еще будет. Правда, не под большими нагрузками.
Сразу отвечу на вопрос. Если вы решили таким же методом замерить внутреннее сопротивление автомобильного аккумулятора, то единственное, что вам нужно подобрать амперметр, чтобы он соответствовал току, которым вы будете нагружать его, и сопротивление. Сопротивление там, конечно, нужно взять однозначно поменьше, чем 10 Ом и мощностью побольше. Все, формула очень легкая, посчитать также просто. Надеюсь, что это видео было полезно. Если видео понравилось, поставьте лайк, также поделитесь этим видео. А на этом всем пока.